самое благоприятное время. На что учится, говорится, нет такого понятия, как благоприятное время. For example, they say, now I want to learn homeopathic science from you. I want to study homeopathy to serve people. And which is the good time? И ко мне приходит порой, вот я теперь хочу учиться у вас гомеопатии, я хочу служить людям. Как вы думаете, когда для меня будет подходящее время прийти к вам учиться? You look into the ephemeris and tell me which is a very good time. Посмотрите в свои записи, в свою записную книжку и, пожалуйста, скажите мне, когда будет наилучшее время. Then Master used to say that immediate now itself is a good time because it is good time you got a good proposal. That is why you start now. Ответ на это очень прост, что всегда время благоприятное. Вот ты получил хорошее предложение, поэтому это уже по определению для тебя благоприятное время. So we should never wait for the next moment for a good proposal. Никогда не следует ждать следующего момента. So that is what is the most important for the practice of yoga. Вот это и является самым основным в практике йоги. Now, let us also try to understand about our implements. What are the instruments? What are the relationship between them also? Вот, а теперь давайте посмотрим на наши инструменты и на их взаимоотношения. Because we have a wonderful machine with us. Потому что у нас есть прекрасная машина. It is a machine. It is very, very sophisticated. Это очень утонченная, сложная машина. Which human being cannot make himself. Которую человек сам не мог бы сделать. So the only thing is we must know how to make proper use of it. И единственное, что здесь очень важно, правильно использовать эту машину. Я хочу... Саша. Лена. Лена. Стрелки нету? Сейчас. Как сходить, да? Вон он. I need to go to the bathroom. Покажите ему. Стиралку, вон он. Вон он. Sit down, Allah. Практика йога. It will be done through you, not by you. Yes. Он говорит, что это будет идти через меня, не я это буду выполнять. Open up and it Можно it close. чуть погромче, Алла. Ау, Погромче. хорошо. Говорит, что это будет практика йоги, будет делаться не ею, а через нее. Слава Богу. Гудхима. So you have the physical body У нас есть физическое тело and its properties. и его свойства. So you know what are the properties of the physical body, Вы знаете о свойствах физического тела? like volume, weight, Например, как объем, вес, and also location. а также его местонахождение. So from this you can know the physical existence. Но исходя из этих качеств, вы можете узнать о физическом существовании. So all these apply to the physical plane. И все эти свойства физического тела применимы к физическому плану существования. And then you have the vital body. Следующее тело – это витальное тело. The vital body. So activity, what we call activity, То, что мы называем деятельностью,
and movement. и движением. So they apply to the vital plane. Они относятся к витальному плану, к жизненному телу. So the vital body functions in the vital plane. Витальное тело, оно проявляет себя или функционирует на витальном плане. And then you have another fine body, that is what is known as the mental body. А другое тонкое тело, которое у нас есть, это ментальное тело. Generally we think that we have a body, but it is not only just the physical body. Но мы, когда говорим о ментальном плане, нам кажется, что это тоже должно быть, мы думаем, как о теле. На самом деле это не тело, оно не похоже на физическое тело. So objectivity that is manifested on the mental body. Objectivity. You mean objectivity of the outer world? Objectivity, that means how we can identify other things around us. Объективность проявляется на ментальном плане. Объективность – это называем то, как мы можем идентифицировать вещи, которые нас окружают. Нет, распознавание – это discrimination, а это objectivity. То есть как мы идентифицируем? То есть мы идентифицируем The objective. Мы идентифицируем объективный мир, используя ментальное тело. And also the birth of the measures. To measure something. А также то, как мы измеряем что-то. So we Как бы measure сравниваем даже. this activity of the measures and all these things is on the mental plane. Все измерения, все меры, да, они находятся в ментальном теле. Measurement. Measurement. Objectivity means identifying something different from you. Объективность в данном случае подразумевается, когда мы идентифицируем что-то, что отличается от нас. Когда мы сравниваем. Yes. Yeah. Because you are yourself, the inner light, the I am. When you identify something other than yourself, that is what is called objectivity. То есть наша внутренняя суть – это внутренний свет, это наше внутреннее «я». Когда же мы начинаем определять, то есть идентифицировать то, что нас окружает, мы тогда используем вот это наше ментальное тело. Это называется объективность. То, что нас окружает, вот это и есть объективность. То есть мы используем, получается, свойства ментального плана. That is the starting point of objectivity. То, что мы познаем окружающий мир. Да, то есть через ментальный план. And the mind has certain potencies. Ум обладает определенными потенциями, возможностями, возможностями. For example, the numerical potency. Например, как Способность к исчислению. The numerical potency it operates because of the number consciousness. Эта способность ума возникает из, получается, способности сознания чисел. Digital. Yeah, it's abstract category. Yes. On and not. No, it's abstract means it is on the subjective plane, and it is used for this potency is used to make differentiation on the objective plane. So this is the mind which uses this. So the potency is in the mind and is applied to the objective world. That is what we. Potencies of the mind belong to the abstract, yes? Yes, subjective. To subjective. Subjective, yes. Я просто спрашивала о цифровом сознании, и он говорит о том, что действительно вот эти возможности ума, они принадлежат более высшему плану, не ментальному, то есть плану абстрактного ума. И вот эти вот способности абстрактного ума ум использует для того, то же самое цифровое сознание, для того, чтобы
каким-то образом производить, идентифицировать объективный мир, то, что нас окружает. So the numerical potency, for example, Способность исчисления. so this is one of the potencies of the mental plane. See, mind uses this. Способность исчисления – одна из Это одна способностей ментального плана. ума. Of the mental. Beyond human. No, no. The mind, because the mind acts using these potencies. This potency, because for the point of contact, they make the point of contact with the objective world. То есть ум использует эту способность цифровых исчислений для того, чтобы существовала возможность контактировать с объективным миром. То есть это одна из способностей ума, которую он использует для того, чтобы познавать объективный мир, для того, чтобы можно было контактировать с ним, то есть вступать с ним в соприкосновение. And that is formed by the relationship with the senses and the objects. The senses and the sense objects, they are related. And through this relationship, this operates. That is how you make a discrimination. You can count, you can discriminate because of this, Because of the relationship, between of the these soul. potencies of the mind. И благодаря этой способности ум имеет возможность различать. Вот это то, что мы говорим, различающая способность ума. Потому что между нашими чувствами и объектами, между чувствами и объектами существует взаимоотношения. И ум может, используя свои способности, так сказать, идентифицировать и дискриминировать. The mind, Слышно, да? Ничего не слышно. Я просто, a little bit when I louder. speak it louder, yes. We Okay. give you some courage. Excuse me. Oh, yes. Please give me a drop of it. Okay. it is the feeling of duality. Means when you are one, but when you feel the objective world, that means a feeling of duality. Да, когда мы чувствуем окружающий нас мир объективный, тогда у нас возникает это чувство дуальности. То есть мы едины внутри, но когда мы начинаем познавать окружающий мир, возникает вот это вот чувство дуальности, двойственности. Of course, it is also a cosmic Мне кажется, phenomenon. наоборот. Это Из-за называется того, что у нас- космическим феноменом. Из-за того, что But мне I кажется, think он a сказал, little bit on из-за the того, что у contrary. нас есть чувство дуальности, мы начинаем познавать объективный мир. То есть He asked me maybe I was mistaken. She thinks that you said that because of the feeling of duality, it is the feeling of duality first, but not that We can feel. we can feel objective. we can feel object because you world feel because something of different the from you, Because Because of of this duality. duality. because of the duality. Yes, because of the duality, да. Из-за дуальности мы становимся способны. Когда появляется дуальность, мы становимся способны То есть различать это объективный да. мир. You know how this creation came into existence Вы знаете, как возникло это творение? from the Creator. От Творца. Как возникло и как появилось это творение? The Creator, Как создал его Творец? the Creator, he was existing as one. Творец существовал как единое, как одно целое. And before the creation, the Creator was existing as only one entity. И перед тем, как он создал творение, он существовал как одно единое целое, как единое существо. And then he got an impulse, А потом он получил импульс. and with this impulse И благодаря этому импульсу he started to see himself as an object different from himself. благодаря этому импульсу он начал видеть себя как другой мир, как внешний мир. So he felt like manifesting himself into this creation. И он начал чувствовать себя таким образом, как будто он проявляет себя во всем вот этом творении. So he felt, let me manifest into different forms, and that is the beginning
Он еще чувствует подобное чувство того, что позволить себе проявлять себя во множестве форм. So that is the cosmic phenomenon, and the same thing is copied in us also. Это называется космический феномен, и тот же самый феномен присутствует во всех нас. So in the beginning, only the Creator was there as one, Вначале Творец был как единое существо, and then afterwards there is Creator а and His creation. впоследствии был уже Творец и Творец. So already there is duality, Creator Да. and His И когда creation. появилось творение, то это и был процесс дуальности, двойственности. So it is the same principle То copied же самый in принцип, us. да, он в нас присутствует. So that is how there is the birth of objectivity. The birth of objectivity. Birth, born. Таким А, это так рождение. рождается объективный мир. Not the birth. Yeah. Творец, Нет. получается, создал этот мир для того, чтобы познать себя. When you just think of when you are in sleep, for example, Например, когда вы спите, when you are in sleep, nothing is existing to you objectively. для вас все окружающее просто не существует, когда вы находитесь в состоянии сна. And when you are awake, А that когда вы means пробуждаетесь, сна, that is the point where это означает, что это именно та again the точка, objective world is existing to you. когда объективный мир опять для вас начинает существовать. These are the common phenomena, but we are not Это observing them. достаточно обычное явление, достаточно обычный феномен. Мы его как бы не наблюдаем. То есть это свойственно, возможно, to evade. You mean observe to evade. Yes. Да, но мы его не осознаем часто. А ты можешь спросить насчет вот перемещений в астральном плане ночью? Yes, I may say what Спросить. he would like to ask you about the moving in astral plane during the sleep or at night. About the subject travel in of the itself. astral body. The subject in yourself. What? The subject in itself. The subject. This is Subject. a subject in itself. Depression. В самом Огромная себе. тема, отдельная Да, тема. It's a tema in itself. Yes. Good question. Yeah. Вообще вот понятие астральных планов как отдельное астральное тело, можно его внести в общую классификацию? Как вы это имеете? Ну, Что то, я что он точно сейчас писал, спросила. вот, витальный Ага. план. He would like to ask you about the astral plane, about its place in this structure. Yes. Physical body, vital body, and mental plane relative. Where is it? Our consciousness manifests in 4 levels, Наше сознание проявляется на 4 уровнях. or you can call it as 4 states. Four. 4 states of Stage. state. Состояние. States. Или мы можем назвать это 4 состояниями. So the normal level of consciousness in which we make all the transactions Обычное состояние, наше состояние, на котором происходят все transactions, взаимодействия, наши взаимодействия, называется it is called Jagrat. джаграт. That means the awakened state. Это называется пробужденное состояние. For example, in the state in which we are now, Так, например, вот то состояние, в котором мы находимся сейчас. because all the objective world is existing for us. Потому что для нас объективный мир в данный момент существует. А вот можно вопрос тогда сразу? May I ask you at once, Вот реальный мир, да, пробуждаешься, он единый для всех или для каждого это реальный мир, свой мир реальный? I would like to ask you about the real world, about that objectivity which is surrounding all of us. Is it all common for all of us? It is one and the same, or it may be different for all of us? This No. objective world. The objective world is as how we perceive it.
объективный мир – это то, как мы его воспринимаем. У каждого свой. So it means that everybody has its own objective world. We speak about the perception. Yes. Yes and no. This is, you can say, Да и нет, вот это двух уровней. because it is objectivity is most common experience. Объективность, объективный мир – это наиболее common in what? Common ordinary Common for experience. everybody. For For everybody, yes. common Это experience. является достаточно обычным нашим опытом, обычным, привычным, общим опытом для каждого из нас. Объективный мир. But at the same time, Но в то же самое время, with the difference in the degree of awakening, да, он отличается от степени нашего осознания. there will be a difference of the intensity of the effect of this on you. И от этого зависит вот та степень влияния этого объективного мира на вас. То есть от уровня вашего осознания зависит степень воздействия, влияния объективного мира на вас. That means Это how much you are affected by this. это означает, насколько или до какой степени он может наказать на вас влияние. I will give you an example, then you will know. Я вам приведу сейчас пример, вы поймете. Suppose I am speaking to you Предположим, я разговариваю с вами, and then you somebody brought кто-то взял, a cup of coffee and kept it here. и, например, кто-то принес чашечку кофе сюда. So that cannot influence me because I do not have the habit of drinking coffee. Например, на меня бы это не оказало никакого воздействия, потому что у меня нет привычки пить кофе. But a person who is habituated to drink coffee, so he is attracted. Но для того, кто привык пить кофе, тот будет привлечен этой чашечкой кофе. So the object is there commonly before both of us. То есть этот объект, чашечка кофе, является для нас всех достаточно обычным явлением. But I am not affected, the other Но person is меня affected. это совершенно никак на меня не влияет, а на того человека, кто, так сказать, привык пить его, оказывает определенное влияние. So this is how you have the commonness of the objectivity and you have the difference in the State of awareness, not or in the maybe state, state, in perception, its approach, in its reaction, in its approach. Да, это то, что вот для всех, он привел пример, это то, что вот для нас, для всех присуще, вот это вот общность, да, в чем? Есть чашечка кофе, все ее видят, но подход к этой чашечке кофе и реакция, то есть то, как мы на это реагируем, у всех бывает разное. Ну, то есть это значит, что объективный мир это то, что мы можем воспринимать обычными сенсорами нашими, то есть глазами, We speak about ушами, the objectivity world, we mean the world where we perceive using our ordinary senses. Ordinary senses. You mean what? А что ты подразумеваешь под обычными нашими? Ну, вот Eyes, то, что yes, учитель привел пример с eyesight. кофе, он привел пример насчет привлечения концентрации внимания, но тем не менее он же тоже, например, эту чашку кофе может каким-то зрением боковым увидел, но просто не придал этому значения. А может быть в объективном мире есть нечто, что вот доступно видению каких-то определенных людей. И для них это объективно. Speak about the seers, about the ability of seeing some other things which differ, for example, from ordinary, from some objective things. Ты имеешь в виду то, что в объективном мире одни видят, другие не Ну, видят, да? например, да, вообще никак. В принципе, да, я тоже Yes. считаю это. For example, this the cup of coffee or a cup of tea, everybody can see. Несложно это описать. For him it is difficult Никаких явлений. to discriminate Природа. what the objectivity is and what it is not. Because maybe there are some people who see some other things, and for them they are also objective world because they see them, but as for other people they don't see. That is what you see the common experience means, Самый обычный опыт, да, because basically objective perception means perceiving something different than the observer. That is what is called objectivity.
Объективным миром мы называем то, когда мы видим нечто отличное от того, кто эту вещь наблюдает или кто этот объект наблюдает. So Нечто отличное от того, кто на нее смотрит. the Это different, называется объективный мир. the difference in perceiving, that depends upon the degree of awareness, but basically objectivity means because our existence is subjective, and when you can identify something different from yourself, that is basically called objectivity. Ну, That is the объективным that is миром the все-таки называется то, когда мы воспринимаем нечто, что отличается от нас, потому что наше внутреннее содержание, мы в нем едим, это наш внутренний свет. Когда мы начинаем различать что-то, отличать от себя, это называется объективным миром. А вот что касается того, что мы воспринимаем, то есть мы можем все смотреть на одну и ту же чашку, предположим, кофе, но глубина восприятия будет зависеть от нашего уровня сознания. То есть глубина понимания и восприятия того, что мы видим, будет зависеть от нашего уровня сознания. But for example, there is a stone. Например, A есть stone. Stone. камень. So every one of us, Каждый из нас, the stone is the same for every one of для us. каждого из нас этот камень выглядит одинаково. That is what we perceive with the eyes. Да, вот то, что мы воспринимаем глазами, видим зрением, But- будет одинаково для всех. But for an artist, for example, if Но для художника, например, for a sculptor, an или artist, для скульптора, для when he художника, looks at the stone, когда он будет смотреть на этот камень, so for him it is a stone, but he sees для этого something, some будет art. камень, но он увидит нечто в нем необычное, то есть для него это будет как бы определенный вид искусства. But that is not objective perception, that is subjective. Но это будет Для него это произведение, будет да, уже произведение искусства, но это не будет объективное восприятие, это будет уже субъективное восприятие. So objective is common. Потому что объективное восприятие, это будет для всех одинаково. And again, Форма, размер. and in this objective world, your subjective perception can differentiate. That is what you see. That is what he asked. You know. For some seer it may be different, for you it may be different. But on the physical level, it is the same experience. На физическом плане этот камень будет иметь, допустим, для всех, он будет одинакового размера, то есть он будет все иметь совершенно одинаковое. Это будет общее восприятие объективного плана. Но каждый из нас, естественно, воспринимает все субъективно. То есть и для каждого он может быть, иметь какие-то там, я не знаю, оттенки там или еще что-то. То есть смотреть на него как бы под своим углом зрения. Вот тогда это уже будет субъективное восприятие. So for a person who is at the level of a seer, so Для того человека, кто находится на уровне ясновидения, скажем так, so for him, для него even though he looks it as a stone, but he can feel the same light in it also. когда он будет смотреть на этот камень, для него это тоже будет камень. Он будет себя чувствовать так, как тот камень. То есть Нет, Вот, нет, не он будет тот видеть камень. этот свет, который, ну, в смысле, он Да, будет он видеть будет тот же свет, который во всем сущем. сущем, да. Он увидит его и в камне тоже, если он обладает видением. See, because in fact it is a stone for you, but not for itself. That is the truth. Потому что для вас это камень, но на самом деле это не для него. Для Да, камня, не для него. We call it a stone, but Мы because называем это камнем, да. but for itself it is not a stone. Но для него, для камня, это для самого камня. Then Это what не is it он, for itself? это не камень. So what are we for ourselves? It is the same for itself. That means the inner consciousness. И то, чем мы являемся Ага, я для просто себя, слушаю. I'm sorry, yes, I haven't caught, yes. What I